Лето 2003 года. В кинотеатрах начинается показ фильма «Двойной форсаж». И фанаты первого фильма сметают все билеты, чтобы вновь насладиться гонками, девушками и, конечно же, красивыми автомобилями. И уже с первых минут зал замирает, когда видит несущийся серебряный Skyline с синим неоном. И этот японский автомобиль моментально влюбляет в себя весь мир и становится для кого-то просто мечтой. А уже осенью 2003 года выходит игра, которая дает возможность прикоснуться к этой мечте, но при этом оставаться 11-летним ребенком, сидящим дома в Рязани. И название этой игры Need for Speed Underground, где основной целью была победа над главным гонщиком Olympic City Эдди на бронзовом Nissan GT-R. Скажи мне 15 лет назад, что я буду сидеть в тачке Эдди. Да я бы в школе все двери ногами открывал, отбирал еду, ссал на лица и говорил: я не умру еще 15 лет. Гусь! Блин, спасибо тебе большое за 34-й Sky. Просто легенда. Вот этот, как вот это? Пуш! Ночной город, турбированный мотор, механическая коробка передач и задний привод. В смысле? Да. Это не чистокровный GT-R. Что это? Это твои вещи. И ты сейчас уебываешь отсюда. Нам ГТР нужен был. Еще б Супрой, блядь, атмосферные снимал. Тьфу, блядь, дебил. Изначально съемки этой машины даже не планировались. Мы случайно встретили, собственно, владельца. Челюсть упала, и мы такие: все как в тумане. Это очень дорогой проект. Здесь подходит максимально детально и кропотливо. И вы должны это увидеть. А настоящий GT-R будем ждать. Да, будем ждать. Может, когда-нибудь нас отправят там в Японию, может быть, в Германию. Сначала автомобиль выглядел вот так. Нормалек, пойдет. Отлично. Поэтому было сразу решено делать реплику из игры. Вследствие чего был заказан сразу комплект обвесов Z-Tune. Там 3 Супры было в одном ролике, все красные, красивые, капец. Но один жирняй, короче, там так задолбал, вот что-то кривляется, нахрен еще там нужен? Это который абсурдное вождение называется? Да, что-то там Там есть езда. такой пухлый бородатый ублюдок. Здорово, пацаны! О, здорово, Алекс! Привет! Привет! Я тут тебе заказал обвес Z-Tune. Такой он же дорогущий, какие же, знаете, что хоть такие бабки-то, блин? Я заказал его. Из Даркнета. Откуда? Из Даркнета. Даркнет это вообще-то не про то, это не китайские там всякие детали, это наркотики, понял, вот это не то. Да? Я не знал. Кстати, вот она и пришла. Сейчас и проверим. Ты серьезно до сих пор думаешь, что это обвес? Смотри, и мастерок есть, чтоб зазор поправить. Гении же в этом Даркнете вашем. И понятное дело, что такой проект не мог обойтись без нового мотора. И здесь стоит RB25 Dead Neo. Во-первых, потому что первый мотор провернул вкладыши, а во-вторых, без турбины это нахрен не надо. Вот это правильно. Спросите, почему не RB26? Во-первых, потому что они редки, как фениксы, а во-вторых... Из этих машин можно сделать полноприводные, турбированные. Только вот еще надо будет переварить полморды, высточить туннель, 50 раз вы выставите ее на продажу, сойдете с ума, и тогда да, получится полнопривод. Наеб получается. Вот хитрожопые японцы намеренно не делали Skyline с турбиной и полным приводом, ну, чтобы не создавать конкуренцию GT-R. Это вам не Toyota с JZ, который был даже в кофеварке. Блин, кстати, забыл сказать, я себе буду РБ в карча свапать. Только JZ! Друзья, а помимо этих автомобилей есть американские, немецкие, иранские, пакистанские и российские.
Все эти автомобили вы можете купить через приложение Авто.ру, где есть удобный поиск и история продажи автомобиля. Ссылочка в описании. Стокового мотора изначально было мало, и поэтому тут был произведен ряд манипуляций. Это впуск, выпуск, новый коллектор, новые форсунки, новая турбина, конечно же, крышечка РБ-26, куда же без нее, переделанные шлицы маслонасоса от российских ребят, от которых даже японцы в шоке. Проблему маслонасоса подробно рассказывал в этом ролике. И весь этот тюнинг прошит на мозге Апексе. Никто не знает сколько, но вроде бы 400 плюс сил. Замеряться будут позже. А пока я нажму газ. Вы не против? Спасибо! Бля, я просто не вижу, куда еду. Да и опять же, 26-е моторы очень редки, очень капризны. И лучше брать GZ, которых было действительно очень много. Ой, мне кажется, я повторяюсь. Пора вызывать экспертов, которые расскажут лучше про эти моторы. Да говорю вам, РБ круче GZ, круче. Ты его сначала купи, хрен найдешь. РБ даже не 3 литра, лох. И уже за этот момент побольше. Что крутится он? Мощно, быстро. Прошу прощения! Не ваше. Ну а зачем тебе его крутить? Ты шо, хандовод? Ну, РБ, это ж подроссель на каждом цилиндре, весело, задорно, ты ж понимаешь? Зато на GZ можно раз масло залить и не париться. Это не то, что у вас там на РБ маслонасос что-то может тресться, что-то шлицы. Это ужасно. Ведь что важно на GZ? Покрутить кончики, дорнауты. Это так же важно, как соревнования по автозвуку. 6-й цилиндр охлади свой. Да если только печку убрать. А если она есть, то все нормально. Это каждая собака знает. О! А еще на РБ в Самарканде выступал в свое время. Ну пока это высшую лигу не ушел. Вот. А GZ, да, везде в дрифте один GZ. Тут Жигули даже на GZ. Никакой вот, индивидуальности нет. Ужас. Стыдно. Да потому что в дрифте, Пал Секамыч, одни бомжи. Согласен. И нефиг на них равняться. На, лучше клею чухани нормально берет. Изначально тут был автомат, но, как вы можете заметить, тут уже механика от настоящего 32-го ГТР, которую поставили вчера, а все настраивали сегодня. Красавчики! Специально хотели успеть к нашему приезду. Автомат плох как минимум двумя вещами. Во-первых, выходя на буст, он тупит, начинает проскакивать и долбит в отсечку. А во-вторых, автомат на купешном кузове – это просто непростительно. На седане может быть, но тут нет. Особенно нужно отметить стайлинг автомобиля, ведь тут помимо обвесов его ждал перекрас под полную копию из игры 2015 года. Она имела слегка измененную ливрею относительно первой оригинальной NFS Underground. Перекрас – это не наклейки. Хозяин поначалу не мог найти диски, как из игры. И тут стояли Race Walk GTU, которые смотрелись хреново. Но потом очередные бессонные ночи на форпосте, в интернете, в гугле, ВКонтакте дали свои плоды, и он нашел ворки VS XX 19 диаметра от Мерседеса, да, которые вписались сюда, и получилось просто пушка. Еще было переделано куча деталей. Перешит потолок, немного отклеился, дверные карты, перешит руль, сиденье Bright, шильдик ГТР, куда же без него. Это тут простительно. Все равно издалека никто не догадается, и телочки клюнут. И даже оригинальный ключ ГТР
с брелочком. Что я могу сказать? NFS тюнинг в этот раз постарался на славу. Да, это дорого мне стоило. На этой машине установлена подвеска MDU Super Street. Китай, короче. Говорят, что быстро умирает, но тут вроде еще живет, и, надо сказать, она нормальная какая-то. Может, потому что на машине мало ездят, и она еще не мертва. А еще тут стоит редуктор с блокировкой, ну, чтоб 400 лошадиных сил хоть как-то контролировались на заднем приводе. Не думайте, что тут все было гладко. Не думайте, что тут просто заносили денег вот так и просто все получалось. Нет. Покраску делали в другом городе за 100 километров несколько раз. Почему? Потому что один раз капот открылся, сам поломался и лабаш разбил. Пришлось перекрашивать. Плюс сама постройка машины была очень тяжелой. Она делалась на одном СТО, где тянули деньги с хозяина, тянули сроки, но работы не выполнялись. Пока в один момент не появился какой-то Кузьмич, электрик, и не сделал все за один день. Наш официальный дилер пришел к выводу, что нам потребуется полгодика на диагностику, где-то 1500-600 на ремонт и, скорее всего... Завали свое ебло! Так, ты не чинишь сани, а ты мой сладкий карлик нос. Смотри, как папа работает. Доверяйте ваше здоровье профессионалам. Звоните 258. Большинство из вас скажут, что потраченные труды, деньги, они не стоят того, потому что это не чистокровный ГТР. Возможно, вы будете правы, а возможно, вам нужно пойти на путь от простого детского впечатления до создания машины, сервиса, бизнеса. Да это мощнее любого ГТР. Будут другие проекты, будут другие цели. Есть уже 33-й Sky, есть 30-й Sky с мордой от четырки. Оу май. Тут NFS тюнинг переборщил, конечно. Ну да, я не идеален. Но обещали исправить. И чтобы вы следили за этим, подписывайтесь на Инстаграм, на бортовой журнал машины. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, пишите комментарии, рассказывайте друзьям. И да, спасибо игре NFS и фильму «Форсаж» за наше счастливое детство и тюнинг во всем мире. Не скучайте, ребята, шоу продолжается.